Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Таро расклад. Что изменится до конца июня в вашей реальности, в вашей судьбе? И сегодня мы пройдем 6 шагов, которые изменят вашу реальность. Особенно обратите внимание на третий шаг. Там скрыт секрет вашего финансового исцеления, благополучия, как по Хирону. И у нас два, на мой взгляд, очень важных транзита до конца июня, которые дают преамбулу на долгие 7 лет последующие. Это будет больше затрагивать 2027 год. И связано это с двумя астрологическими явлениями в июне. Вторая половина, 15 числа. У нас происходит новолуние в Близнецах. И это, мои дорогие стрельцы, не есть один только день. И это всегда новый импульс. Но у нас еще будет с вами с 18 числа заход Хирона. А Хирон – это символ израненного целителя в знак зодиака Телец. И это ненадолго, до середины сентября. Потом вернется Хирон в Овен. Но именно эти месяцы, с середины июня и до середины сентября, вам дают подсказку, с чем будут связаны последующие события, возможно, на 7 лет. И поэтому на третьем шаге мы обращаем внимание, что нам говорят карты на всех последующих. Почему именно забота о самом себе, о собственном теле, возможно, сейчас важнее любых планов. Итак, 6 шагов. Что изменится до конца июня? И первая карта – что тянет назад. Вторая карта – отношения. Кто зеркалит вас, мои дорогие стрельцы? Кто или что появится неожиданно? Третья карта – что отпустить и, возможно, за что себя простить. Что нет смысла, по мнению карт Таро, подсказок, высших сил, назовите как угодно, вот как будто за это цепляться, это удерживать, а принимать то, что сейчас именно это, возможно, и меняется в вашей жизни. Следующая карта, четвертая. Что важно для вас сейчас, как выздоровление, как ваш самый главный ресурс. Следующая карта, пятая. Что изменится и что изменит вас. Ну и шестая, что же произойдет чуть дальше, чуть впереди. Давайте заглянем в будущее, к чему быть готовому. Итак, мои дорогие стрельцы, что же тянет назад? Ну вот смотрите, десятка пентаклей, казалось бы. Одна из таких самых лучших позитивных карт в колоде Таро. И это у нас и семья, и дом, наше благополучие, это деньги, безусловно, это взаимопонимание, это наши корни. Вот. Как вы это можете тянуть назад? Конечно, в хорошем понимании, ведь это 10 все-таки, да, это какой-то жизненный этап у нас пройден, хотим мы того или нет, нам нужно отстроить какую-то новую совершенно концепцию. И по этой карте это наше представление, как это должно быть, как должна формироваться семья, как строятся взаимоотношения между двумя близкими людьми, как мы зарабатываем деньги, откуда приходит благополучие. Мои дорогие, вот это все то, что по Венере или по Тельцу. Почему мы говорим с вами о Хироне в знаке зодиака Телец? И Хирон ведь это прообраз могучего кентавра, если мы говорим пару слов о мифологии. Тот, который как раз учил математике, астрологии, медицине. Это один из самых кентавр, с вами очень это созвучно, правда? Стрелец все же часто именно в виде кентавра изображается ваш знак зодиака. Но это какая-то священная рана, это какой-то сценарий, который вы, возможно, проходили несколько раз в течение своей жизни. Это мы могли банально на нашем уровне людском думать, а почему вот одни и те же люди встречаются в моей жизни? Почему один и тот же или похожий какой-то сценарий, пусть он затрагивает разные сферы, тем не менее повторяется. И вот сейчас вам нужно именно перестроить себя, вот именно потому что мешает наше какое-то представление. Представление о добре и зле. Представление о том, как должны строиться, может быть, как и наша карьера, так и создание самой по себе семьи, отведение роли каждого в семье. Вот именно какие-то прежние, как предустановки, да, они нам могут мешать. Давайте попросим карты нам раскрыть прекрасный ведь символ. Но что-то нуждается в коррекции. Не может быть так, как прежде. Как будто это достигло своего пика. 10, да? Что тянет назад? Паж свечей. Конечно, по этой карте идет новый импульс сам по себе.
Я должна сказать, что вы можете так вот, если на наш земной уровень перейдем, попажу это вестники, поэтому вполне вероятно, вы во второй половине июня услышите какую-то новость, а это очень символично, с учетом новолуния в Близнецах. Это именно как и импульс, это и новость, это может быть новость в средствах массовой информации, которая заставляет нас, даже если оглянуться назад, то что-то переиграть, переделать. Вы можете получить эту новость, и она вас может вдохновить. У кого-то наоборот. Это может быть, вы получаете какое-то свидетельство, и вы можете думать, что, о, ну вот теперь как будто лед тронулся. А карта все же говорит о некоторой инфантильности, незрелости. Ты чего-то не видишь. Поэтому сам по себе импульс, а я бы сказала, у нас... Помним, что у нас ретроградный Плутон, и нам призывают нас астрологические транзиты не спешить. И, кстати, если мы о новолунии в Близнецах, не спеши, нам тоже говорят. Почему? Да потому что что-то изменится. Услышал одну новость, а потом через какое-то время уже эта новость и не новость вовсе. Либо она обрастает какой-то сбивчивой информацией, либо мы сами видим заблуждение или неправдивость первоначальной именно информации, источника. Что-то тут будет, даже если и правда какая-то присутствует истина, но, скорее всего, она как преломится потом в реальность. И это будет совершенно другая концепция. И не случайно все то, что я говорю, карта информационного хаоса. И по этой карте мы как будто должны, первое, правильно работать с информацией и ваше окружение, мои дорогие. Здесь вам буквально может мешать как поток информационный, который вам предстоит очень хладнокровно профильтровать, не загореться каким-то импульсом, понимать, что я сейчас многого не вижу, но здесь могут быть также и люди, мы уверены в них, а тем не менее нас могут тут на какое-то дело подвигнуть, а пройдя уже в этом деле или в какой-то концепции определенный путь, мы понимаем, что да нет, все совсем не так. Все несколько выглядело иначе, просто я этого не видел. Будьте внимательны. Это именно что тянет назад. Почему может быть десятка? Ты вот на что-то сориентировался. Ты себе как поставил границы табу. И вот сейчас, как будущее, сносит буквально эти границы. Заставляет, может быть, тебя окунуться в какой-то хаос, мои дорогие. Вот будьте к этому готовы. Ведь это карта движения. Это карта стремительных перемен. Но не будет так, как ты хочешь. По крайней мере, на 100%. И именно в этом, как ни странно, твой успех. Научиться плавать в этом хаосе будет для вас означать финансовую стабильность, как минимум. То есть мы не можем сказать, вторая половина июня, что вы можете именно как-то тут расслабиться. Или принять для себя, опять же, какие-то границы, что эти границы на года, на века, на веки, что это будет для вас как какой-то фундамент, или пусть это будет как некое пространство, когда, ну, это будет работать правило, или то, на что вы согласитесь, то, в чем вы будете участвовать, что это будет работать долгие годы. Девятка пентаклей нам тоже вторит и говорит, если первая карта, ну вот из последних, да, мной, которые я достала, колесница, которая говорит о стремительности, переменах и где-то ваша популярность, успех. Вот именно приходит, как рождается истина из хаоса. Или рождается какой-то ваш проект, но совсем не из прежних убеждений. Заработки, концепция финансов или ваши достижения, мои дорогие. Но это вибрирующая энергия, это девятка. Поэтому как будто не подзастрять в тех наших догмах или в наших предположениях, доводах. Это все равно, что открыть перед собой врата будущего. Давайте посмотрим, а по отношениям, кто зеркалит вас? Кто или что появляется неожиданно. И помним, что не все контакты полезны, а Хирон в Тельце покажет, где в отношениях вы теряете свою ценность. Работа, конкретная работа. Возможно, это зарабатывание денег. Это продолжает вторая карта, и я так могу предположить, вторая половина июня может быть у вас связана и с домом, и с семьей, но и также и с работой. Может быть, работа на дому. Вот кто-то может задуматься так всерьез, и если вы особенно, внимание, мои дорогие стрельцы, прежде вы об этом не думали. У кого-то может прийти как озарение, что пока я работаю на кого-то,
Или пока я работаю, может быть, ну, какая-то служба это у вас, ну, привычный род занятий, может быть, это по вашему диплому, по вашим образованиям. Здесь может прийти такая идея, что нет, это я не могу бросить, к примеру, да, потому что это на сегодняшний день составляет мою стабильность. Но этого категорически недостаточно в значении того, что будет меняться. Вы, мои дорогие стрельцы, будете чувствовать, ну, знаете, как дух времени или импульс вот этого темпа жизни. Вы можете чувствовать, где-то это может мешать. Я боюсь опоздать. Вот это, пусть не у всех, не у каждого, но у кого-то может стать таким, ну, знаете, мощным импульсом, который вам придаст, как и боевого задора. Кстати, будьте внимательны. Но так ведь это и желание у кого-то видеть мир, у кого-то выйти из какого-то финансового болота. Тут мы все разные. Но это если прежде было одно желание, то теперь это карта рутины, кстати, когда много работы. Ну и как будто это будет оплачиваемо. Это то, что как мы получаем итог после проделанного труда. Но потребует это от нас приложение сил и как работы, да, какой-то. Но мы смотрим на отношения, у нас выпадает материальная карта, поэтому у кого-то из вас именно материальный вопрос в отношениях может стать как определенная, знаете, граница для того, точнее, куда вы дальше не пойдете. Наши взгляды расходятся. Что это такое? А расходятся, потому что вы, опять же, имеете какой-то опыт. Причем тот опыт, когда сын ошибок трудных, вы уже точно много раз, точнее, прошли какую-то историю, когда она закончилась ничем. Когда она была построена, мои дорогие стрельцы, на какой-то вашей вере, вере в людей, вере в лучшее. И сам по себе импульс, вы ведь солнечные люди, это точно. Но, видимо, так вот, будьте откровенны, кстати, мне так и хочется сказать, пока вы смотрите этот расклад. Откровенны, честны сами с собой. Потому что прекрасные карты ведь выпадают. И я что могу сказать? Если мы рассматриваем такие тонкие вопросы, да, 6 шагов, которые изменят вашу реальность, вы меняете себя сами. Это то, что вы храните где-то глубоко в своей душе. 2 десятки. Стрелец что-то сделал очень хорошо, правильно, красиво. Абсолютно верил в порядочность, в благородство. Все рухнуло. Вот как этот человек пытается схватить, да, представьте, стеллаж, полки рушатся, и мы пытаемся, ну, хоть что-нибудь, дай-ка я вот сейчас спасу. А по факту, да ничего мы тут не спасем. Надо отступить полшага назад и позволить упасть, разрушиться тому, что уже, в принципе, начало этот бег, а мы на это повлиять никак не можем. Очень такой тонкий момент. Переложите на свою жизнь. Вот в какой сфере может быть жизни? У кого-то совпадет, может быть, с отношениями. И честность с самим собой, что же в реальной жизни происходит. И если действительно что-то рушится, не корите себя, не корите кого-то. Возможно, это как высшие силы вас подводят тоже к какому-то итогу, когда пора делать выводы. Что-то действительно зеркалит вас, ну, что появляется неожиданно. Может быть, повторение вот какой-то прежней истории. Но тут я буду не больше, скажем так, не говорить о том, что повторение прежней истории нет. Потому что под пажу это может быть действительно связано с какой-то новостью, когда вы получаете конкретную бумагу, документ, известие. Неважно, в наш цифровой век это может быть и важный разговор, СМС, что угодно. Ну или конкретная бумага, или у кого-то из вас вопрос, который совпадает буквально с детьми, взрослыми детьми или семьей. Возможно, это сведения от вашего ребенка, взрослого, и для кого-то банально проиграется вот та история, которую вам надо сейчас, как будто для себя. Если вы даже человек, к примеру, взрослый, да, у вас уже дети выросли, я имею в виду, меня смотрит разный возраст, то здесь, значит, есть какая-то концепция, когда вы кому-то могли помогать. Вы могли участвовать долгое время, как и финансово, все-таки 2 финансовые карты, так и буквально делами, помощью какой-то самой разной в жизни своих детей. И, может быть, дети привыкли иногда, ну вот говорят, дети эгоисты, но это правда.
Мы-то их любим, но они ведь привыкли, что они за нами, как за каменной стеной. И это для более взрослого поколения очень сложный такой момент, потому что мы их любим. Если бы это был человек чужой, мы бы быстро все расставили по местам. А здесь нет, это наше родное. Мы не можем так вот резко все, да. Но это направо, это налево. Распределить, а все же придется. А для тех, кто более молодой человек, здесь может быть какая-то концепция по работе и по заработкам, и через призму взаимоотношений. Может быть, это какая-то заинтересованность в вас, да, именно в вас, мои дорогие. Стрельцы умеют зарабатывать деньги. Это на самом деле так, по крайней мере, в большинстве случаев. И вот смотрите, как мы будем продолжать какие-то отношения. Да, тут рушится полка, да, буквально. Это говорит о чем? А по-новому. Ведь Паш Пентакли будет еще означать, что нужно по-новому выстроить концепцию взаимоотношений. И даже, возможно, с близкими людьми. Ну, или для кого-то это будет вопрос работы и ваших заработков. Здесь куда-то не надо торопиться. Карта нам все же настойчиво говорит о том, что, стрельцы, мои дорогие, вы что-то сделали очень хорошо по отношениям. А потом вы остались у разбитого корыта. Ну, я не говорю, что это корыто буквально в материальном плане было разбито. Нет. Тут разбивается какой-то эмоциональный корабль, если можно так сказать. А рифы подводные, да, или скалы прибрежные. Мы упираемся как в какую-то стену, а прежде мы, возможно, надеялись, что это врата будут открыты. Мы надеялись на эти врата. И нас что-то останавливает, призывает не торопиться буквально. Так вот интересно, в чем же интрига? Кто себя проявит неожиданно? Старший аркан, справедливость. Здесь могут быть, опять же, ситуации, давайте подведем итоги. У кого-то по работе, у кого-то это будет связано с новым проектом, но даже, знаете, как новый проект по аркану справедливость может к вам вернуться, и это где-то будет граничить с отношениями. То есть у кого-то это банально, вот как работа, предположим, на дому, из любой точки мира. Потому что вы хотите путешествовать, вы хотите куда-то переместиться, а может быть для этого есть необходимость. Но с вами могут не соглашаться. Для кого-то из вас это споры в семье. Отстаивание собственных интересов. Может быть и вы сами, и ваши домочадцы. Здесь может быть какая-то история, которая тянулась очень долгое количество времени. У кого-то могут совпадать суды. И тогда нам карта говорит, в этот период тебе придется, стрелец, что-то решить по закону, по честности, по справедливости. Причем не так, как ты это думаешь, а так, как думает буква закона. Нам пространство возвращает, с одной стороны, какую-то возможность, и через помощь даже других людей, не тем, кому мы помогали, а вот какую-то справедливость. Будьте к этому тоже готовы. Но и также будьте готовы, что какой-то вопрос, какой-то документ может снова всплыть в реальной жизни, и вам придется переписать. Может быть, обратиться к адвокату, к юристу, что-то как будто перестроить и ни в коем случае себе не навредить. Вот должна, вот знаете, как если это чистая эмоция, вот то, что я описывала по семье, да, какая-то история несогласия, какого-то грустного опыта. Вы его уже проходили, я могу предположить, не раз. Пусть это строилось в каких-то, ну, немного разных концепциях, но суть-то самое главное не менялась. Вот у вас сейчас пространство, вторая половина июня. Вы для себя должны по честности, по справедливости что-то определить. В чем я был прав, в чем я была, допустим, не права, да, ну или как-то тут вот именно есть правда истина, да, к которой мы стремимся. И здесь можете вы получить какую-то новость, я тоже не исключаю, которая, ну, где-то может нас шокировать. Быть такая вот стремительная, или какое-то дело вас заставит буквально включиться, приступить или подступить к какому-то вопросу более конкретно, или как-то увидеть с новых позиций. Вот давайте мы узнаем, что же это будет, что нужно отпустить или за что себя простить. Королева свечей. Это сильная позиция, но это карта того человека, который уже теперь, потому что прежде был опыт, сын ошибок трудных, а теперь заставляет буквально все то, что я говорила, кстати. По королеве свечей она сильна тем, что она правильно работает с информацией и правильно умеет распорядиться деньгами. Так что же отпустить?
А ты тут что-то не можешь изменить, старший аркан Сила, старший аркан Луна. Да ты себя тут должен беречь, стрелец. Шестерка пентаклей. Вы знаете, вам высшие силы помогают сейчас. Какая-то история вас учит не действовать на импульсе, мои дорогие. Вам нужно отпустить именно ту энергию, которая вас ведет к каким-то не вполне продуманным шагам. Это тот импульс, который переводит ваши, даже я бы не сказала, намерения. Прикиньте на себя такую ситуацию. Вот вы сидите спокойно, о чем-то размышляете, строите планы, да, или просто прописываете какой-то план, занимаетесь определенной работой, и вдруг в вашу жизнь приходит какая-то новость. Вам звонит какой-то близкий человек, который вам совершенно не безразличен, или, может быть, звонка или сообщения, вы этого ждете, и вам говорят нечто такое, что вам приходится, может быть, не приходится, вы сами загораетесь той темой, которую вам транслирует человек. И вы вот так, ну, может быть, отчасти и наивно или по наитию включаетесь вот в этот вопрос, и все. И уже вы не видите ни берегов, ни границ. Вот именно на импульсе вы можете устремиться куда-то на какой-то сверхкосмической скорости, потому что это, знаете, как спаситель, спасатель. Вам нужно сейчас кому-то срочно помочь, или вам нужно включиться в решение какого-то вопроса. Все, вы вообще не думаете. Вот почему я обрисовала эту ситуацию. Я пытаюсь быть правильно понятой. Вам именно мешает такой импульс. Вот, видимо, для вас это, мои дорогие, какая-то ахиллесова пята, когда мы настолько стартуем, да, с низкого старта, а вы можете, когда ни берегов действительно, ни границ не видим, и улетаем так вперед, или бежим впереди паровоза даже. И кто-то ведь, мои дорогие, знает эту вашу особенность. И поэтому знает те струны души, на которых нужно сыграть свою мелодию. Тут вы можете столкнуться именно с людьми, которые пытаются, а может быть, манипулировали вами, вот как ни странно, а потом же вас и обвиняли в чем-то. Вот, кстати. То есть это, знаете, сродни, как вас подначили, а вы согласились, не успев додумать. Пришлось какую-то, может быть, даже ошибку обновить вам в вашей жизни. Но вот как бы сделать-то я сделал, а потом начал думать. И вот теперь это должно быть в корне изменено. Учись, стрелец, быть магом и волшебником. Учись, стрелец, куда-то не торопиться. По аркану Луна ведь это всегда две башни. Но здесь у нас как две глыбы такие, да, непонятных, не совсем понятных, скажем, предмета. И вообще-то одна собака тут у нас показана. Но в классических колодах Таро это две башни, и возле одной волк, другой шакал. И нам казалось бы, да, у нас выбор. А ведь на самом деле это мы думаем, что это выбор. Мы думаем, что нам нужно или направо, или налево. Так вот у вас сейчас как минимум до конца июня тот период, а вам не надо и направо, и налево. Вам нужно по узенькой дорожке лунного света, как будто пройти вперед, в чем-то не участвовать. И это очень сложная задача, потому что за что себя простить? И если мы говорим, что блокирует третий шаг, финансовое исцеление, что блокирует буквально как черная дыра, мои дорогие, в вашей жизни, которая не дает кому-то собрать определенную сумму денег, кому-то выбраться из долговой ямы, а кому-то наоборот, может быть, свой бизнес продвинуть или исполнить свои желания. Стрельцы, вы могли исполнять чьи-то желания. И, как ни странно, любимых, дорогих людей. Потому что вы считали, что это правильно. И вот теперь это карта финансового успеха. Это карта помощи высших сил. Вам высшие силы будут помогать, очень добрые энергии, но они от вас требуют критического мышления. Это все то, что я говорила до этого времени. Ни разу не импульс. Научить себя, может быть, принять такую концепцию, мои дорогие, что отпустить. Отпустить именно вот этот порыв какой-то, который находится внутри вас. Это только знаете и видите вы.
А энергия карты сила как у мага– это великий практик. То есть сначала мы думаем. И пусть какая-то новость нас ошарашила, какое-то предложение выглядит очень заманчивым. Неважно, что это будет. Нам нужно именно подумать. А где я окажусь? С кем я окажусь? В какой ситуации? Как будто научиться жить так, когда у нас есть запасной маневр. Научиться договариваться даже с теми людьми, с кем договориться сложно. И при этом, ну, вот такой рационализм. Если мы говорим критическое мышление, и подсказок нет. По аркану Луна есть только наша интуиция и как высшие силы. Стать очень продуманными. Вот, наверное, для вас это задача. А все то, что бралось на ура, на вашей скорости, на импульсе, это нужно отпустить, потому что это буквально как черная дыра. Что важно сейчас? Карта страхов, да? Автор этой колоды– доктор, мои дорогие. И здесь я говорю, в кабинете у стоматолога, ну, такой доктор, будем говорить, 50/50. Мало людей, которые любят посещать стоматолога, хотя есть и такие, я знаю. Но вот страхи, да, наши внутренние, кажется, елки-палки, но сейчас что-то там в полости рта будут делать непонятное. И это все мы не видим, мы не знаем, но это все сопряжено с какой-то болью, да. И мы еще не сели, ничего еще не началось, да, действо, а мы уже в ужасе, в кошмаре. Мы уже себе нарисовали таких страхов. Так вот, что важно сейчас? Не создать для себя страхов. Вас ограничивает какой-то страх. Может быть, боязнь идти в новое. Что ваша концепция рушится, мои дорогие. А теперь будет по-другому. А мы были в одних предубеждениях, в своем понимании того, что плохо, а что хорошо. И карта говорит, с одной стороны, ну тебе нужно будет решиться на что-то. Возможно, буквально, что важно сейчас, ваш главный ресурс. Да, по этой карте именно идет дипломатия, как ни странно. Не создать конфликтов, может быть, уйти от какого-то вопроса. Это не значит, что, знаете как, если вы хотите кому-то сказать нет, и судя по предыдущим картам, тут придется сказать нет. И сделать это нужно, знаете, так вот не наотмашь, как говорил Марк Твен. Правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Вот какой-то такой вопрос, когда вам нужно будет сказать правду или сказать свое решение. Но сделать это не, может быть, с улыбкой, но не издевательской, понятно, улыбкой, а вот так вот очень спокойно. Чем спокойнее вы общаетесь, тем больше бонусов вы получаете. Куда-то не торопиться, снова нам говорят. Потому что здесь, ну вот как проработка внутренних каких-то сомнений идет. Для вас, возможно, это будет решен через какие-то энергии. Тут, знаете, даже может быть с учетом аркана император, вам придется, может быть, договариваться с людьми, которые обладают ресурсами большими, нежели вы. Могут быть какие-то официальные лица. Возможно, вам придется пройти, да, по каким-то конторам, офисам, официальным учреждениям, по чиновникам. Опять же, договориться даже с несговорчивыми императорами. Но вот опять же, рыцарь Пентакли– это тот, который действует медленно, и тот, который очень продуманный. А мы спросили, что для вас именно сейчас важно, ваш главный ресурс, чтобы стать императором. Вам совершенно необходимо преодолеть, как и внутреннее какое-то сопротивление. Ну, это где-то ваши догмы, правда. Но так и действовать более разумно, более расчетливо, мои дорогие, и быть готовым, даже если придется какой-то диалог с несговорчивыми людьми проводить. Но понимать, зачем вы это делаете и в каком контексте, то есть постоянно, знаете, как держать преамбулу разговора, может быть, иногда выдерживать паузы. И я должна сказать такой психологический маневр. Представьте, умение, да, паузу выдерживать, если мы с вами говорим. Хочется не напомнить об этом, может быть, кто-то не знает, и для кого-то это тоже будет. Все же это важный ресурс для вас. Представьте, что вы пришли буквально к какому-то императору, чиновнику в кабинет, вы хотите решить свою задачу, свою проблему или то, что накипело. На вашей стороне правда, мои дорогие, но вы ее должны изложить каким образом? Вот подумайте, вы говорите с пылом, с жаром, может быть, да, рассказываете где-то, но немножко так нервозно вы можете говорить какому-то человеку о той ситуации, которая сложилась. А вас слушают спокойно,
выслушали и ничего не говорят. Так человек устроен, что мы думаем, ага, чего ж молчит? Значит, или я мало сказал, или я неправильно что-то изложила, дай-ка допомню. И мы начинаем дополнять, и дополняем какие-то подробности, начинаем что-то разжевывать, да, незаметно мы добавляем какие-то тонкие нюансы, которые, в принципе, может быть, этому императору и знать не обязательно. Он слушает и опять молчит. Мы думаем, да елки-палки, а что это такое? Вот это именно тонкий такой психологический маневр, мои дорогие. И мы тогда начинаем еще какие-то подробности рассказывать. В итоге мы рассказали больше, чем следовало бы. Или следовало знать этому человеку. Вот у кого-то из вас концепция, когда не надо быть открытой книгой, мои дорогие. Может быть, и на сегодняшний день есть такие люди, которые знают о вас больше, чем следовало. Тогда вот именно главный ресурс, когда вы должны как, ну, сломать какой-то шаблон. Понятно, прошлого мы не вернем, но теперь, понимая это уже, да, вам придется действовать совершенно по-другому. И дважды, наверное, я почему начала рассказывать, потому что я вижу, я достала следом карту вора. Потому что то, что вы транслируете кому-то о себе как большее знание, вам это не помогает, мои дорогие. Храните паузу. Это вам поможет буквально не оказаться в какой-то болезненной ситуации или в дурацкой ситуации, но договариваться вам придется. Уметь себя сохранять по-новому. И помните, что страх парализует душу и сковывает сердце. Тут вопрос не в страхе, а в умелом взаимодействии с людьми. В этом ваш ресурс. Вот на что вы не влияете, что изменится помимо вашей воли, что изменит вас. Паш Перьев, придется сворачивать. Вот если я рассказывала по аркану Луна, что представьте, что вы идете по лунной дорожке вот этого лунного света, а по бокам от вас две башни. Ну, по крайней мере, вы думаете, что вы дойдете до какого-то пути, вы себе наметили какой-то путь, или вы знаете, может быть, даже эту тропинку, вы идете так спокойно, неторопливо. И вдруг в какой-то момент вы понимаете, стоп, здесь все на самом деле обстоит не так. Пора сворачивать. Я всегда говорю по этой карте. Потому что это, знаете, как озарение. Может быть, это как откровение с самим собой. Пусть это будет даже как «О, Эврика». Вот какой-то план, проект, новость, опять же мы говорим, Паш, потому что перьев, но перья это или мечи, это интеллект. Поэтому тут какое-то важное решение, ваше собственное, когда вы понимаете окончательно, нет, все то, что я видела, на самом деле тут несколько иначе. А то, что я себе задумал, может быть, да я тоже многого не видел. И именно это, вот это вы увидите, что вас и ставило в какой-то тупик. Вам, знаете, может быть, до конца июня проиграется какая-то ситуация. Точно, вы понимаете, в чем вы подзастряли. Железно. И где-то элемент страха, потому что по восьмерке перьев, или мы говорим, да, пятерка тоже перьев, пятерка мечей, восьмерка перьев, или мечей, это искаженное восприятие, все то, что я говорила. И здесь нужно, если мы говорим, что изменится, и если прежде у нас, где это была полка, которая рухнула, да, мы говорим, а по тройке свечей это всегда уже карта будущего, когда мы должны как будто вот эти полки, вот эти стеллажи словно установить по-другому, да, и не пытаться что-то тут ухватывать, или не пытаться все сваливать до бесконечности на этот стеллаж, а совершенно что-то другое сложить, новые предметы, новый какой-то порядок. Более того, надежная полочка, потому что как будто забраться наверх, это для кого-то будет буквально путь наверх, для кого-то построить карьеру или ваша собственная карьера. Она сейчас тоже как бы к пересмотру, да, вам дается вопросы работы или откуда к вам приходят деньги. Но по этой карте мы не на вторых ролях, а на первых. Вот здесь нужно сделать что-то для себя хорошо. По этой карте, кстати, есть иногда такой момент заминки, когда мы сами останавливаемся на полдороги. Вот смотрите, вам придется, может быть, к чему-то вернуться, чтобы потом завершить окончательно. Или вам придется притормозить, как на полдороги, для того, чтобы потом очень быстро,
устремиться вперед. Будьте готовы. Именно я так больше связываю позицию, что изменится. Это то, что приходит в вашу жизнь с информацией или от людей, или все же новолуние в Близнецах. Это может быть услышанная новость в средствах даже массовой информации или важный разговор, когда вы понимаете, что вот нет, теперь нужно действовать, и мы не можем потерять времени. Вот так. Давайте узнаем, а что же произойдет дальше, чуть впереди, что вас ожидает. Выбор, мои дорогие. Вот не случайно какая-то история складывается между вашим внутренними какими-то, может быть, и сомнениями, предубеждениями. Но тогда сомневаться это неплохо, потому как, видимо, короткий период, правда, всего лишь 2 недели, потому как впереди ты стрелять еще что-то узнаешь, и ты поймешь ошибочность своих представлений в каком-то вопросе, в каком-то деле, и это для тебя будет означать практически выход из лабиринта. Но как будто в этом лабиринте ты вот подошел, ну представьте, как 2 турникета, и непонятно, как будто есть одна попытка через какой турникет пройти, и вы останавливаетесь, вы как бы понимаете, вот он, выход уже близко, а тем не менее, куда же я вот сейчас? Все же карта влюбленная, это карта выбора для кого-то конкретно. Вопросы, которые связаны с личной жизнью. Вам придется, возможно, решать. Ваша карта, король свечей. Вполне вероятно, какие-то отношения тоже требуют вашего участия. И, может быть, это касается личной истории. Но с чем это связано? Что же произойдет дальше? У кого-то страстная любовь, у кого-то зависимые отношения, у кого-то прежняя даже история, которая вас держит тоже в заперти. Если мы говорим личная жизнь, у кого-то вопросы дома, семьи, вашей помощи кому-то, вот опять же, значит, что-то происходит, и пусть то, что вы получаете как известие, вовсе не связано с теми вопросами, с чего вот начинается, да, вторая половина июня. Значит, то известие, которое вы получите, так или иначе вас заставит вернуться, правда, к каким-то таким основополагающим темам, включая финансы и взаимоотношения, все-таки я больше вижу так. В самой разной концепции, для того, чтобы вы могли выйти из какой-то зависимой истории. И, может быть, с учетом аркана справедливость. Вам нужно это сделать как-то очень правильно, хорошо, в согласии с законом. 4 свечей. Так или иначе, мои дорогие стрельцы, я должна сказать, вторая половина 2026 года, может быть, вот именно связана, вот этот короткий период второй половины июня. Почему еще? Планета Юпитер, ваш знак зодиака, перейдет в знак Льва. Это как и у вас огненная энергия, поэтому перед вами открывается волшебное время на ваши достижения, на ваши заработки, на как принятие, я бы сказала, увеличение вашей популярности, вашей роли в сфере, опять же, работы или ваши амбиции, опять же, где-то достижения, да, то, что вы себе планируете. Но мы ведь взаимодействуем с людьми, поэтому и вам как будто нужно и себя менять, и прежнюю стратегию, и тактику, и перестроить, может быть, себя самого с какого-то шаблона, чтобы была не только победа, но и праздник после победы. Как будто, да, выбор будет, а на кону будет стоять что-то важное. Я вполне могу допустить это чуть впереди. Может быть, самый конец июня, 30-е, или больше июль месяц. Вам полный вперед, но совершенно в других энергиях самосохранения, реальности, как будто, да, и получение каких-то бонусов, где-то распределение этих бонусов. Вам тоже, может быть, предстоит себе как дать обет. Будьте к этому готовы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, все ссылки в описании под видео. Берегите себя, а я вас люблю, и вы будьте счастливы. Будьте любимы всегда.